Друзья мои, здравствуйте! С вами Дина и канал Коллекция рецептов. Сегодня я делюсь рецептом овощного ассорти на зиму. На мой взгляд, это очень удобно. Стоит открыть одну баночку, и на столе любимые маринованные овощи в ассортименте. Я собрала очередную партию огурцов и помидоров. Кроме этого, нам понадобится репчатый лук, чеснок, сладкий перец, острый перец, лист хрена, зонтики и стебли укропа, листья смородины или вишни. Из пряностей я возьму душистый перец, лавровый лист и бутоны гвоздики. Консервировать буду в 1,5-литровых банках, которые я хорошо помыла, но не стерилизовала. На это количество продуктов мне понадобится 4 банки. И для начала займемся маринадом. У меня в кастрюле 3 литра воды. На каждый литр воды берем по 40 граммов соли и по 60 граммов сахара. Чтобы вы не запутались, все пропорции в граммах и ложках я укажу в описании под видео. Отправляем рассол на плиту и доводим до кипения. Это действие я оставила за кадром. Нам еще понадобится 70% уксусная кислота, но это будет чуть позже. Пока рассол закипает, подготовим остальные продукты. У огурцов с двух сторон обрезаем кончики. Обычно я этого не делаю, но в данном случае рецепт подразумевает эту процедуру. Кроме огурцов и помидоров, в такое ассорти хорошо идут маленькие патиссоны. Если будете их использовать, у них тоже срежьте кончики. Кабачки, морковь, физалис, цветная и белокочанная капуста. Помидоры при желании накалите около плодоножки в 2-3 местах. Сладкий перец очищаем от семян и нарезаем вдоль на тонкие полоски. Хотя нарезка значения не имеет, просто мне так больше нравится. Репчатый лук нарезаем крупными дольками или колечками, кому как больше нравится. На дно каждой банки раскладываем по кусочку листа хрена, зонтики и стебли укропа, по 2 листа смородины или вишни, по 1 лавровому листику, по 3 горошины душистого перца и по 1 бутону гвоздики. Подготовленные банки наполняем наполовину огурцами, промеж огурцов раскладываем сладкий и острый перец, по 3-4 зубка чеснока. До верха докладываем помидорами, а пустое пространство заполняем дольками лука. Количество тех или других овощей, а также их ассортимент полностью на ваше усмотрение и вкусовые предпочтения. Можно взять чего-то больше, а чего-то меньше. Чем мельче овощи, тем красивее смотрится заготовка. На 4 банки у меня уходит примерно по 1,7 кг огурцов и помидоров. Таким образом заполняем все банки. Рассол закипел, я его выключила, но он еще очень горячий. Напомню, что в кастрюле 3 литра рассола, и на каждый литр добавляем по 1 чайной ложке 70% уксусной кислоты. Маринад перемешиваем и горячим разливаем в банки. Будем их стерилизовать. Для тех, кто не любит стерилизацию, на данном этапе необходимо дважды залить консервы крутым кипятком и выдержать по 10-15 минут. А на 3-й раз залить кипящим маринадом, закатать и обязательно укутать до полного остывания. Лично я предпочитаю стерилизовать такую заготовку. Если у вас остался маринад, слейте его в банку, закройте крышкой и уберите в холодильник до следующей партии. Кастрюлю отправляем на плиту, на донышко стелим полотенце или ставим невысокую решетку, загружаем в нее банки, накрываем крышками и заливаем в кастрюлю горячую воду до плечиков банок. У меня вода из-под крана, но очень горячая. Включаем максимальный нагрев, доводим до кипения, засекаем 10 минут с момента закипания и стерилизуем в слабо кипящей воде. Если будете готовить консервы в литровых банках, то стерилизуйте их 8 минут, 2-литровые 12 минут, а 3-литровые 15 минут с момента закипания.
Готовые консервы необходимо укупорить, перевернуть вверх дном и, не укутывая, оставить до полного остывания. Остывшую заготовку желательно хранить в прохладном месте, но если у вас нет такой возможности, то и при комнатной температуре такие консервы прекрасно хранятся. Главное убрать их в темное место. Овощное ассорти отлично подходит как для повседневного употребления, так и для праздничного стола. Мы все разные, и вкусы у нас тоже разные, поэтому, подав такую заготовку к столу, можете быть уверены, что каждый выберет для себя то, что ему больше всего нравится. Желаю всем приятного аппетита и вкусных заготовок. Друзья, если вам понравился этот способ заготовки, не забывайте ставить лайк. Готовьте по моим рецептам, оставляйте свои отзывы и задавайте вопросы в комментариях. Если вы впервые на YouTube-канале «Коллекция рецептов», подписывайтесь, чтобы не пропустить мои новые видео. У меня на канале есть различные плейлисты, в том числе для любителей заготовок и консервации. Все ссылки на экране и в описании. С вами была Дина. До новых встреч, до новых рецептов.